вас приветствую. Вот у нас и продолжение, да, нашего расклада на 7 чакр. Это то, что я посмотрела на своем третьем канале. Кто видел, узнает все эти замечательные карты. Даже не подсматривала, что здесь. Недоброжелателей мы пока в сторонку отложим. Посмотрим, давайте, для вас, что тут за страхи, почему выпали. И что с ними делать. Итак. Поехали. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, возьму-ка я колоду, буду уточнять. Значит так, защиты. Защиты, да? Вы сейчас в самоанализе больше, в самопознании, в оценке ситуации. Ищете баланс души. Что-то планируете. Ищете истину, медитируете. Короче говоря, можете просто читать какие-то молитвы, либо заговоры, либо ставить эти защиты. Короче, в процессе, да? Это по первой чакре, но я еще уточню. Да, здесь у вас борьба идет, соперничество, раздоры какие-то у вас присутствуют. Но помните о том, что конкуренция всегда полезна. Научитесь смотреть на ситуацию и с позиции вашего недоброжелателя. Просто для того, чтобы научиться принимать разные точки зрения и разное мнение. И, естественно, находить ответы, а почему же так оно происходит, да? Так. Тут вам по справедливости нужно, ребятки, действовать. Логику включайте, озарение к вам какое-то придет, будет. Давайте сейчас посмотрю, уточню. Знаете, что по своим защитам? Выставляйте жесткие, не жалейте своих недоброжелателей, пожалуйста. Именно здесь повышение ваших вибраций. Но насчет того, прощать и кого, смотрите очень внимательно. Потому что здесь реально защиты могут тоже колыхнуть. Так, по второй чакре. Еще раз. Карта справедливости у нас идет. Собственная сила у нас процветает. Благополучие полное на второй чакре. Но вот по третьей я вам хочу сказать, что сила воли, творчество, все ок, но есть моменты. Вам кто-то сделал на нищету. Есть какая-то присоска или крадник. Вы в процессе исцеления. Но смотрите, сейчас вы находитесь на распутье и выбираете свой дальнейший путь.
Значит так, поменьше разговаривайте о ваших же недоброжелателях, о том, кто там к вам на покаяние пришел и челобитную делает. Почему? Потому что вам все равно нужно будет более толковый путь. Это, да, здесь будет борьба, предупреждаю сразу, но здесь вы будете бороться против зависимостей. Сейчас уточню кое-что. Вы будете в дальнейшем человеком ведающим, который будет бороться против определенных людей, либо снимать с людей зависимости, либо когда другие влияют, да, не санкционированно на волю иных личностей. Кстати, по поводу ваших недоброжелателей вам все будут показывать. За это тоже не переживайте. Это по третьей чакре. Такой момент, когда вы на распутье. То есть тормознули денежный поток, чтобы вы определились. Так, 4-я чакра, все хорошо. Но почему-то мне хочется уточнить. Завершение, знаете чего? Блокировки ваших эмоций и нерешительности. Здесь вы как кого-то послушали. Может, того же какого-то таролога на ютубе. Либо к кому-то обратились, да? Либо кого-то вот услышали, не обязательно таролога, может это быть какой-то, я не знаю, там ролик любой направленности, у вас инсайт произошел, понимаете? И вы решили что хватит сидеть, думать, вспоминать о своих разочарованиях. Пришла пора закрывать все эти моменты и идти дальше. Здесь вы прям как-то почистили себя хорошо по сердечной чакре. Так, по 5-й чакре, ребят, смотрите, здесь вы как будто чему-то обучаетесь, той же риторике, манере общения с людьми, либо же общение в социуме. Но здесь к вам идет потенциал и новые наставники. То есть они вам помогут прокачать 5-ю чакру, горловую. И здесь у вас еще, смотрите, творчество. По творчеству вы прям как будто вот реально, я вам хочу сказать, что вы как переключили себя. И вот на кого-то, возможно, смотрите и понимаете, как надо, а как не надо. Говорить, делать элементарно там, не знаю, хочу научиться вышивать крестиком, смотрю те же ролики в ютубе, да, как это делают другие. Просто пример. 6-я чакра, ребят, все хорошо в плане вашего напора, энергии, ваших побед и завоевания. Почему это колода? Здесь сила воли, вдохновение. У вас все в творчество, короче, сейчас идет. Отлично. Что здесь время? Здесь высший суд пришел за теми людьми, кто перекидывал на вас свои болячки, свои проблемы, ломал вашу волю через христианский эгрегор, через храмы, церкви и через чернокнижие тоже были влияния. Здесь больше идет женщина, которая на вас влияла. Здесь с вами какая-то баба тягается.
Здесь высший суд. Все, 6-я чакра у вас отлично. 7-я чакра тоже хорошо, потому что если были нападки, то здесь вы взяли свою власть, как бы, и по закону Вселенной пришла расплата к вашим недоброжелателям. Расплата за что? Подлость, отрава. Закрывали вам 7-ю чакру, чтобы у вас потока не было с высшими силами, но, увы и ах, не увенчалось это плодородием для ваших недругов. Пусть теперь ожидают, там к ним подселы идут, подселенцы. Возможно, даже те, которых они пытались нацепить на вас. Вот так вот, ребят. В вашем варианте. Ну и теперь приходим к недоброжелателям. Сейчас посмотрим, на каком они там выборе стоят. Видимо, их высшие силы. Ух ты, защиты пробиты, говорю сразу. 2-я чакра в опе, 3-я никак, 4-я, так, хорошо, 5-я, 6-я и 7-я. Так, высшие силы здесь пытаются прокачать человека на внутреннюю силу. Это то, что я заметила. Сейчас посмотрим дальше. Были у этого человека защиты на финансовом канале? Сдернуто, родовые защиты вздернуты. Здесь реально за колдовство высшие силы учат. Прислушивается к своему внутреннему голосу, да? Слушайте, этот человек ноет. Этот человек кому-то жалуется. Минимально ходит к психологу. Максимально если это практик, обращается к другому практику себе за помощью. Причем по сердечной чакре, я хочу сказать так, ожидает каких-то известий. Но дело в том, что там злые духи присутствуют на сердечной чакре. Вот смотрите, я делала расклад, да, то есть по старшим арканам как раз 3 позиции, как бы на 3-м канале для практиков. И вот сейчас рассматриваем 2 варианта. То есть сами вы видели, что я даже и не думала, вот как там, знаете, говорят, подтасовывают карты или еще что-то. Нет. Поверьте мне, тут самой интересно посмотреть, что у них там происходит. Но тут реально джекпот. Джекпот. Почему сейчас разбираем в деталях? Значит, 1-я чакра. Внезапное событие по башне. Резко что-то произошло из-за личностных искушений этого человека. Не прошел какие-то искушения, ребят. Ваш недоброжелатель просто не смог. А что за искушение? Этот человек подумал, что вы на него нападаете через погост иллюзии. Иллюзии того, что вы на него нападаете. И понеслась. И понеслась. 2-я чакра, 15-й аркан. Человек в зависимостях, в похоти, полностью в негативных силах находится. И здесь карта дары судьбы выпала. Сейчас уточню ее. Высший суд пришел. Высший суд пришел и поставил человека на распутье за то, каким путем этот человек шел все свое время.
Давайте-ка я рассмотрю все-таки, что за распутье. Выпали карты, я их все равно просмотрю. Вот смотрите, у человека ставили на распутье, да? Тут так интересно, либо кто-то к нему обратился и начал жаловаться на свою бедную жизнь несчастную, и он взял в работу этого человека, за что и получил. А вторая сторона — это покаяться, ему показывают высшие силы, и приходило этому человеку откровение, здесь практик. Что ты, дружочек-то, прощенница, научись просить за свои неверные поступки и принимать тот факт, что никто не идеален, и ты ошибся. Ты просто ошибся. А второй еще вариант, он может через неупокоенные души все так же ломать волю другим, продолжать. И так как выпали эти карты, я хочу посмотреть, что. Здесь кто-то явно за помощью, либо он к кому-то обращается, либо к нему обращались. Опа, папа, папа, пара, папа, пара, папа, пап. Так, это практик. К нему обратились за помощью, он принял решение пожертвовать даже отчасти собой, заключить договор. Видимо, были нужны деньги, неважно. Договор на то, чтобы обучать какого-то человека, скорее всего, вашего недоброжелателя. За это получил приговор. Опекал лжеца. Ваш недоброжелатель этому практику соврал. Практик работал, вот этот, против вас. Ну, его, к нему пришли вас заказывать. Здесь ваш вот этот, короче, вот этот человек, на которого мы сейчас смотрим, на практика, доверился тому, кто к нему обратился по вашу душу. Оказалось, что там лжец. Человек якобы рассказывал, что я исцелиться хочу, что я духовный, и этот поверил ему. А теперь сам же этот пророк находится в состоянии смятения, потому что, мать твою, что произошло? Что же произошло? А то и произошло. В людях надо учиться разбираться. А коль уж так и случается, что кто-то приходит, понимаете, ребят, смотрите, я вам скажу по секрету, еще ни один человек, который считал, что он лично меня обманул, как-то объегорил, не выиграл войну. Каждый из них выигрывал лишь бой. Победа в выигрыше, победа самой войны была всегда за мной. Оно так было, есть и будет с каждым человеком, которого обманывают, предают, которым пользуются. Это законы, мать вашу, Вселенной. Ни больше, ни меньше. Поэтому здесь я вам хочу сказать так. И этому достается, но вот той красавице или красавцу, который вас заказывал у этого, достанется еще больше. Потому что знаете, как интересно устроено? Вселенная больше штрафует тех людей, которые подначивают, которые провоцируют борьбу между другими. Понимаете? Провокаторов всегда наказывают сильнее, чем тех, кто ведется на их провокацию. Но и их тоже наказывают. Поэтому это стоит учитывать. Так, третья чакра по деньгам, болото. Защиты были, но дело в том, что здесь человека учат, понимаете, средний путь, если это был, допустим, чернокнижник тот же, его учат работать и сотрудничать с другими вибрациями. Вот и все. Вот он и появился, наш король Пентаклевый.
Здесь в доме какие-то проблемы, в бизнесе, может с машиной с той же что-то случилось. 4 угла, и там проблемы. Как бы хочет человек выйти из этого, строит планы, но тяжело дается все это. Ой, тяжело. И здесь человек сталкивается с конфликтными ситуациями. Почему? Потому что здесь, видимо, эгоизм зашкаливает, и на человека направляют высшие силы, более сильных людей, и показывают ему, что, ну, окстись, деточка, окстись. Новый мир, новые вибрации, новые энергии. И ты либо меняешься, либо мы тебе покажем, что ты уперся просто в тупик. Что там с защитами? Этот человек как-то пытается повлиять на других людей, которые мешают ему в материальном его достатке. Но помимо этого, слушайте, здесь такой момент, ребятки. У человека еще проклевывается, знаете, какая мысль? Они, пардон меня, спиздить ли у других, кого я считаю своими недоброжелателями, всадить их в зависимость и не спиздить финканал. Ну, выбор каждого, как говорится. Видимо, что-то где-то недопонимает. Еще. Так, вот 4-я чакра меня интересует. Здесь надежда на какую-то связь, на какое-то известие. Если это мужчина, он ждет известия от женщины. Разумеется, если это женщина... Но мне не проходит здесь женщина, здесь мужик мне проходит. Ну, все-таки, если это женщина, значит, ждет известия от мужика. Так, смотрим, что здесь. Ух ты, елки-палки, здесь 10 мечей, 5 жезлов, 4 пентаклей. Закрыта сердечная чакра, борьба за господство, значит, здесь мужчина и женщина меряются пиписьками и перекрывают друг другу связь с родом каждого, понимаете, с пророческим даром. То есть у меня такое впечатление, что они лупят друг друга. Магически, там, да, словесно и тому подобное. Да, я же сказала, смотрите, пипец, здесь, короче, ваш недоброжелатель, с кем он там воюет, ждет известия о том, что сам почистился, а своего оппонента, значит, закрыл от защит родовых. И ждет этого свершения. Дождешься? Жадность. А тот, с кем ты воюешь... Ой. Знаете, здесь, смотрите, такой момент. Если он ожидает известия о том, что он вам перекрыл связь с родом, здесь отомщение и ему, ну, пиздец. Здесь человек из-за жадности действует. А в чем жадность? Чему там жадность? Потому что у вас защиты родовые лучше, чем у него. А второй момент, с кем бы он там не воевал, если это не вы. Короче, коль этот персонаж, на кого я сейчас смотрю, делал к вам привязки сердечные, они сейчас все на нем сидят. Поняли, да? И он с вами воюет. И пока он там меряется с вами пиписькой, у него схлопываются ресурсы. Там чуть, там чуть, там чуть. А он не замечает этого. Тут дело в том, что с кем бы он там не воевал, здесь идет отомщение ему за его дела, за его непройденный урок.
У него, знаете, как белочка уже. Что это? Я защиты не могу пробить. Да я же тут. Я же вот такой вот. А что по поводу того, кто тебя нанял? И коль так рассмотрим. Как этот наемник относится к вот этому? Слушайте, тот, кто его нанял против вас, на него еще мороки на этого практика напустил. Предал, как-то предал. Что-то здесь за предательство было. Возможно, вот этот вот практик обучал вашего недоброжелателя, а тот набокопорил. И понеслась. Там пошел откат, потому что учил дуру тому, чему учить таких людей нельзя. Потому что там тоже такая же горделивая дрянь. Да я тоже умею. Так, ой, фу. 6-я чакра. Извините, 5-я. Кому-то жалуются реально. Обращается, возможно, к роду, к традициям, к религии, какой-то определенной ключи ищет, читает, исцелиться хочется. А перекрыто. Здесь высшие силы перекрывают его все чтиво. Почему? Потому что здесь мрак пришел. Дурной знак он уже получил, его предупреждали. Человека учат мудрости, только высшие силы. Уж достучаться ли, вопрос 10. И здесь еще вот эта карта, мне интересно, что здесь. Да за его надменность, за то, что он подселенцев накидывал на вас, этот товарищ, и за то, что он считал, что он выше вас. Здесь желание быть выше по энергиям, нежели вы. Понимаете? Надменность, подселы и возвышение. Возвыситься захотел, да. Не получилось, получил по башне по своей. Его пытаются научить, а он, ну не знаю, поймет, не хочу сейчас смотреть. Сейчас просто смотрим состояние, да, общее. Так, внутренний голос по 6-й чакре он слушает, общается, знания какие-то. Знаете, что он делает? Он по 6-й чакре на вас может нападать, именно на вашу 6-ю чакру. Через ментал, астрал пытаться внедрить вам через сны, через какие-то эфемерные картинки в вашем пространстве, внедрить вам какую-то ему нужную голограмму. Девочки, здесь этот товарищ практик на ментале выстраивает вам картинку какого-то будущего, что якобы вы встретите свою вторую половину, что в вас якобы кто-то влюблен, при этом подсаживает на вас присоски, каналы для того, чтобы качать с вас ваш дар. Ведающей, ведьмы, ведьмака, мальчики, на себя переворачивайте. Здесь тупо может проигрываться секс во сне с кем-то. Поняли, как этот старпер действует? Менталом решил поработать. Бил, не разбил. Так попробовал, не получилось. Решил по менталу пойти. Поэтому следите за своими вот этими моментами. Кто не умеет с этим справляться, минимум учитесь простраивать защиты своего сна. Это все реально. С нами можно управлять любыми действиями в них.
Осознанно причем это делает. Здесь, понимаете, он нападает на вас. Вот таким образом. Доносов каких-то ждет для себя. А ну, сейчас я уточню. Да, здесь, смотрите, здесь человек хочет вам отраву таким образом подсунуть, чтобы вы отреклись через его подлость от своих даров. Я сейчас уточню, отректись от чего. Перезагрузка. Здесь ему донос от высших сил, что ты давай отрекайся от того, что ты делаешь и творишь, потому что за свою подлость ты уже болеешь. Человек болен. Я не знаю, понимает он это или нет, но у него здесь по факту только 5-я чакра. По творчеству, по его, еще как-то кое-как вывозят и дают понять, что стоямба, тормози конницу свою, не туда прешь, у тебя все, просто все остальное в дно ушло. Ну... Там посмотрим. Понимаете, здесь человек уперся. Вот я сильнее, я мудрее, я умнее. Здесь знаете еще, что я могу вам сказать? Ребят, смотрите, это из области, вот этот человек никогда не примет тот факт, что есть люди мудрее, выше вибраций, нежели он. Здесь затык еще поколений может быть. Допустим, то, что практики... Давайте скажем так, года это с 55-го, да, рождения, там чуть старше, но не намного. Давайте так, зазором возьму 1955 года. Вот они, чтобы наработать то, что они знают, проходили определенные, там, допустим, лет 40, к примеру. А сейчас есть люди, которые рождаются с даром, который больше, чем у них, уже рождаются с ним, понимаете? Вот они это есть, которые приемлют новые вибрации, новые эпохи, новые планеты. Вот этот не приемлет, понимаете? Здесь у человека затык именно того, что, возможно, я старею, да как же это так, я теряю силу, этого не может быть, да я же столько над этим трудился, да мне же это было дано, да у меня же договора, да я же там... Ну вы поняли, да? Курятник вот этот включается в башке и его несет. Хотя я не скажу, что здесь... Понимаете, здесь человек с даром. Ну вот процентов на 70-65 он его просрал на темные дела. Вот так-то. То есть не по кодексу работал. Сила есть. Дар есть. Но 65% вот то, какими методами он работал с другими людьми, что делал, в ноля. Вот просто, ну, без кодекса это было. То есть работы, сами понимаете, на что? На то, чтобы красть у других. Возможно, он считал, что он так кого-то наказывает. Возможно, он даже правомерно кого-то так наказывал. Но в этом всем нужно разбираться уже в деталях. И это уже его проблема, как говорится. Понимаете, его здесь перезапускают за его колдовство. Его внутреннюю силу прокачивают.
Ему нужно приручить внутренних своих зверей, понимаете? А это отчасти, если это мужик, все же, для мужика это отвага, это переступить свои страхи, комплексы, это признать свою неправоту, понимаете? А здесь именно упертая баранина, блядь. И тут остался только один вопрос. Пойдет она на шашлык или все-таки, ну, станет диким кабаном и побежит в новый лес? Вот и все. У человека здесь страх принятия новых вибраций. Знаете, почему страх? Потому что его колдовство, вот те вибрации, больше которые шли по неупокоенным душам, по селам, по чернокнижию, которые еще 40 лет назад были в обороте и шли на ура, они не работают. И ему страшно, а как же я тогда? А как же я тогда по-другому могу? Как же там, допустим, ну здесь, знаете, моментов чрезмерно дохуя. Если слишком много гордыни у человека, и он зажранный на бабле, он не отступит. Если же у человека там маломальски еще прослеживается, да, чик-чирик в голову не заклевал, то он сможет пройти эти трансформации, как практик. Вот так-то. Высшая сила сейчас с предками, духами его рода, вот этого человека, решают его дальнейшую судьбу и очень плотно смотрят за его деяниями. И здесь все то колдовство, которое ему было доступно, полностью аннулирую. Ну, короче, аннулировано. И здесь говорят, покайся, удача будет, новая жизнь. Но здесь очень ударит по чувствам, по самолюбию, по гордыне. Это трансформации. Эти трансформации проходит каждый из нас. Абсолютно каждый. Но человек узник, понимаете? Человек узник своих же чувств. И будет узником до тех пор, сколько ему там отмеряют высшие. Но здесь перекрыто с родом, и здесь уже высшие силы реально какой-то ему сюрприз. Да, понимаете, здесь все, от человека ни хрена не зависит. Вот я не знаю, сколько у него зазор, но времени осталось очень мало. И еще буквально одно по ДД, даже половина этого по ДД из подобного тому, что он делает, все, ворота закрываются. Возможно, его на перезапуск именно с поезда снимут и скажут: заебал, блядь, с тобой договориться вообще нереально, тупой, иди учись, значит, вот привык ты через неупокоенных, вот и иди отрабатывай среди неупокоенных в мире мертвых, пожалуйста, если ты так хочешь, если ты на этом настаиваешь. Если же смекнет, что к чему, пройдет трансформацию, тогда да, тогда будет все тип-топ. Ну, в общем, вот такое вот у нас сегодня забавное мероприятие вышло. Пишите ваши комментарии, ребят, как у вас что проигрывается. Ну, а я вам желаю добра этого мира.